Свежекупленные духи. Ожидание, распаковка, распыление. Но что, если первое впечатление – это лишь малая часть того, чем этот аромат может быть? Что, если шикарный запах – это всего лишь намек на то, каким он станет в будущем? Запах может быть намного резче ожидаемого, может отдавать спиртом, одна нота будет слишком резкой, перекрывая остальные. Новый флакон действительно может пахнуть не так, как тестер на полке магазина. Но это не недостаток, это потенциал. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель, и в этом видео мы обсудим прием, который призван раскрыть любой аромат. Но прежде чем мы перейдем к этому методу, быстро вспомним советы, которые вы, вероятно, слышали миллион раз. Во-первых, увлажняйте кожу. На хорошо увлажненной коже аромат держится намного дольше. Сухая кожа подобна губке, которая просто впитывает парфюмерные масла, и запах может исчезнуть через час-два. Нанесение лосьона без запаха или даже вазелина на кожу перед распылением духов даст аромату возможность закрепиться на ней. Вторая рекомендация – распыляйте на точке пульса. Логика очевидна. В этих местах кровеносные сосуды расположены ближе к коже, и их тепло помогает мягко разогреть аромат и сформировать его ауру вокруг вас. Однако самый важный этап раскрытия духов происходит задолго до того, как парфюм коснется вашей кожи. Этот процесс называется матурацией или созревание. Простая идея заключается в том, что душистым веществам нужно время, чтобы устояться, смешаться и стать тем самым ароматом, которым они должны быть. Представьте себе совершенно новый флакон духов как рок-группу, участники которой только что познакомились. Вокалист – верхние ноты, гитарист и клавишник – средние ноты, а также ритм-секция на басу и ударных – базовые ноты. Каждый из них потрясающий музыкант, но их первое совместное выступление звучит слишком хаотично. Им нужна практика, чтобы научиться создавать цельное звучание. Свежевыпущенные духи – смесь отдельных ингредиентов, эфирных масел, синтетических душистых веществ и растворителя – это музыканты, которые еще не научились гармонии. Созревание – это репетиция. Это период покоя, в течение которого происходит необходимое балансирование. В мире дорогой парфюмерии это важнейший стандартный этап. Но для многих бюджетных ароматов, где ключевой является скорость попадания продукции на полки магазинов, этот процесс часто пропускается. Хорошая новость состоит в том, что этот шаг можно повторить в домашних условиях. Сначала сделайте 5-10 распылений свежекупленных духов. Благодаря этому во флаконе появляется пузырек воздуха между жидкостью и распылителем. Небольшое количество кислорода в пузырьке воздуха позволяет духам раскрыть свой потенциал. Дальше плотно закройте крышку. Очень плотно, иначе постоянный приток кислорода приведет к их порче. Затем положите флакон в оригинальную коробку и в прохладное, темное и сухое место – шкаф, ящик комода, тумбу. Худшие места для хранения духов – те, в которых часами держится температура выше комнатной, или под прямыми солнечными лучами, или с высокой влажностью. Наконец, самое сложное – ожидание. Как долго? В среднем 4 недели. Развернутый ответ будет дан чуть позже. Но почему это работает? Что происходит внутри флакона? Небольшое количество кислорода действует как катализатор. Резкий привкус спирта начинает смягчаться, позволяя ароматическим нотам выйти на первый план. Верхние, средние и базовые ноты начинают смешиваться, создавая более плавное и гармоничное звучание. Вместо какофонии множества отдельных ингредиентов появляется единый и гораздо более сложный аромат. Это также может существенно повлиять на стойкость парфюма, делая его более насыщенным. Первые 2 недели произойдут самые заметные изменения. Верхние ноты, которые часто представляют собой яркие цитрусовые или легкие цветочные оттенки, станут менее резкими и более гармонично впишутся в общий аромат. Если при первом распылении парфюм казался резким, эта резкость, вероятно, исчезнет всего через пару недель. В период от 1 до 3 месяцев большинство ароматов достигают своего пика. За это время раскрывается истинный характер парфюма. Аромат становится заметно насыщеннее, глубже и мягче. Могут начать проявляться нюансы, незаметные ранее. Цветочная нота может казаться более кремовой, пряная более теплой, древесная более глубокой. Базовые ноты древесина, мускус и амбра, которые лежат в основе аромата, успевают полностью закрепить его, придавая ему лучшую структуру и значительно большую стойкость. Аромат, который исчезал всего через 3 часа, теперь может держаться 6 или даже 8 часов. Для более сложных ароматов, особенно тех, которые насыщены натуральными смолами, древесиной, ванилью или специями, процесс может продолжаться даже полугода. Этим тяжелым плотным молекулам требуется гораздо больше времени для полного созревания. Пряный восточный или насыщенный гурманский аромат может продолжать развиваться, становясь все более роскошным и сложным. Базовые ноты могут темнеть,
и насыщаться, придавая аромату почти винтажный оттенок. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Также полезно знать, что разные типы ароматов созревают с разной скоростью. Свежие цитрусовые меняются быстрее всего. Они построены на легких воздушных верхних нотах. Самые значительные изменения происходят в первые несколько недель. Будьте осторожны, чрезмерное выдерживание может приглушить ту самую яркость, за которую их ценят. Цветочные ароматы обычно достигают своего идеального баланса в течение 2-4 недель, но более сложные букеты могут выиграть от выдержки до 3 месяцев. Восточные пряные и гурманские ароматы больше всего выигрывают длительной выдержки. Это амбра, ваниль и специи. Через 2-3 месяца их природная насыщенность создаст невероятно роскошный и стойкий профиль. Древесные и шипровые ароматы, построенные на глубоких базовых нотах, таких как сандал, пачули и дубовый мох, также любят более длительную выдержку. 6-12 недель позволят этим базовым нотам развить заметную теплоту и сложность. И еще один совет. Наклейте дату начала выдерживания на дно флакона. Во-первых, это поможет вам отслеживать, сколько времени уже прошло. Во-вторых, это небольшое напоминание поможет удержаться от распыления раньше времени. А в следующем видео мы обсудим характеристики духов, проекцию, сияж и стойкость.